Наша команда была основана в 2007 году в городе Волгограде, на южном берегу реки Волга. Тогда нам было по 14-16 лет, мы были полны энтузиазма, мы были наполнены творческой энергией, у нас было много свободного времени. Мы активно посещали различные мероприятия, сникерс, турбания, спрайт. Активно катались на роликах. Но знакомство с роликом у меня не состоялось, так как я пару раз ёбнулся копчиком и понял, что это не мое, но все же. Хип-хоп, рэп, первые граффити-видео непосредственно дали свои плоды. Предпочитали блокбастеры, накатки, валики. В общем, даже каждый год у нас был какой-то некий план сделать еще больше, масштабнее рисунок, и у нас это получалось. Родился и вырос, на окраине города Волгограда. Как бы не менял позицию проживания, так и живу в одном и том же месте, в одном районе. Такое, окраина, гетто небольшое. Много чем пытался заниматься в своей жизни, найти себя. Первоначально занимался спортом, 9 лет баскетбол играл, но это вообще был не мой спорт. Учился неплохо. И потом, когда перешел в другое учебное заведение учиться, там уже занялся боксом, потому что, такой контингент учился людей. И на какой-то фестиваль попал уличных субкультур, стритбол как раз-таки был, и там было граффити. И познакомился с ребятами, и в итоге рисую с ними в одной команде теперь. Родился, спокойно ходил в садик, потом спокойно попал в школу по блату, в хорошую школу. Да и все, до школы, и все это начало просто развиваться. Художеству, наверное, подводило то, что очень много раскрасок было постоянно в детстве. После раскрасок стало интересно больше срисовывать. То есть, я уже брал раскраски, и из них переводил рисунки и раскрашивал сам заново. То есть, больше такой интерес появился копировать. В принципе, школа, как школа, всякая подростковая ерунда. Плохие привычки рано в жизнь вышли. Курение, то есть сигареты я начал курить с 6 лет, то есть жил на районе, там уровень жизни такой, что вокруг примеров для подражания хороших было достаточно мало. Лет, наверное, в 10, в 11 примерно я бросил. Слава богу, спасибо воспитательнице в начальной школе, она пригрозила мне отцом. Отец — это у нас серьезный кнут, поэтому я с тех пор с 11, я считаю, до момента 25 я больше сигареты не трогаю. В детстве я не любил находиться дома, для меня это было слишком скучно. Читать книги, играть во что-то или смотреть телевизор — это вообще все не про меня было. Мне нравилось гулять целыми днями на улице, потому что там всегда происходило все самое интересное. Хотя родители и много времени уделяли моему воспитанию, но они не старались, мне все равно многому приходилось учиться на собственных ошибках, потому что я постоянно встревал в какие-то дурацкие истории. То гараж соседям поджег, то там окно где-то разбил. Но мне как-то всегда фартило, и я оставался безнаказанным. Помню, сбегал с пацанами со двора гулять по городу, и мы там лазили по всяким подвалам, стройкам, дергали оттуда инструменты вообще без разбора, надо оно нам или нет. В общем, таскали все, что плохо лежит, весь хлам просто со дворов, подъездов. Но помню, самый крутой трофей мы как-то нашли старый советский железный акваланг, он был очень тяжелый. Мы его затащили на чердак. В доме там было что-то всего 4 или 5 этажей, но каждый этаж нам просто давался с трудом. Мы еле-еле втроем его подняли. И после этого это стало наше самое любимое место. Мы почти каждый день собирались на этой крыше и просто любили смотреть на город с высоты.
Не так давно переехал в столицу, нравится размах действий здесь. Сейчас ты тегаешь в центре, вечером тебе ехать на конечку, утром на работу, после работы, возможно, тебе в клуб. Этот город всегда в движении, никогда не спит. Все воспитание, безусловно, я согласен, что оно идет из детства. И я рад, что в моем детстве было очень жесткое воспитание в плане я вырос на дисциплине. У меня бабушка была заучем по беспризорников, дедушка тогда еще работал главой района, райкома. Я много времени проводил с ними, гонял на различные ярмарки, слушал казачьи песни, засыпал в детстве под казачьи песни. Увы, в нашем городе уже, все подступно. Были такие пиковые года, там, когда после завоза в магазин в этот же день, там уже вечером ничего не оставалось покрасок. Даже там маркера выкупали, губки, вообще абсолютно все. А сейчас ты приходишь в магазин и просто полные стеллажи, стоишь и думаешь, что бы взять. А тогда думать не приходилось. Брал, что остается. Вот 90-е для меня это прям вот именно поезда. У меня с района никогда не ездили электричек, их не было. Именно ездили вот состав с 3 вагонов, всегда вот стандартные РЖДшные поезда. Ты садишься, едешь утром в 6 утра, там пиздрячишь до этого ебучего вокзала, с мамой выходишь, идешь пешком до там садика, и вот эти вот все будни, и ждешь целый день, как там просто тупо проходит эта странная хуйня непонятного рода, с тобой что-то происходит, там ждешь, пока мама тебя заберет, плюс какие-нибудь конфеты, и вся эта минимальная радость. Ну, классика, 90-е, ну, вот воспитание, там, что ты ждал? Для тебя там, по факту, основным и самым главным сюрпризом это был киндер-сюрприз. Сейчас с родителями, как говорят сейчас, типа на изи общаюсь. Они там понимают меня с полуслова, я их понимаю, там, что они хотят от меня, что я хочу от них, полнейшее взаимопонимание. Ну, то, что уже не маленький ребенок давно, отдельно живу от родителей. Ну, не так часто, конечно, с ними вижусь, но там по телефонному звонку, если там нужна помощь им или мне, это вообще не проблема. Ну, были моменты, когда там не понимали, зачем я там тратил карманные деньги на краску, там испорченные вещи, испорченный потолок дома, когда пытался пробить, клапан на... Товарищ мне, подогнал годичный или двухгодичный Montana Black баллон уже в новом дизайне, в черном. Я ставлю на него кэп, не идет ничего вообще, даже шмурдяк из нее не выходит. Я такой думаю, ага, у меня же есть булавка. Ну и глядя в сопло, вставляю булавку в нее, и мне прям давлением выдает все на лицо. У меня синие волосы, синие зубы, синее, лицо. Я такой, твою мать, и поднимаю голову, и у меня просто потолок в синюю крапинку, и буквально 2 месяца назад был закончен ремонт. Я, не теряюсь, у меня была краска для кроссовок белых, кожаных. Я начинаю мулевать в потолку, и в этот момент заходит бабушка. Порой было очень тяжело, особенно когда только начинал рисовать. Ты малой, тебе нереально найти необходимый круг общения, какой-то коннект даже. Приходилось агитировать своих одноклассников, которым рисование нахер не нужно было. Просто говорил, мол, граффити это круто, погнали сегодня порисуем, скинемся деньгами на баллончики. Они давали мне деньги, я покупал краску, и мы вместе шли на заброшку. Они ничего не понимали и просто занимались своими делами, а я спокойно пшикал за их деньги. Главное было потом за всех тегнуть. Появлялись, конечно, люди, с которыми можно было пойти порисовать, но это были такие проходные ребята, которые надолго не задерживались. И вот без таких каких-то подталкивающих и мотивирующих факторов я даже никогда не задумывался о том, чтобы бросить граффити. Я с детства любил рисовать, с детства, в принципе, и начал заниматься этим делом. И, возможно, это как-то в голове прям осело глубоко, что я даже не видел никаких альтернатив этому занятию. Без разницы, чем рисовать и на какой поверхности. Граффити — это где-то здесь сейчас. Понимаю, что граффити является моим единственным
как бы увлечением, но в дальнейшем я хочу, чтобы было у меня несколько инструментов, как я себя могу показать, преподнести в этом мире. Я ворвался достаточно быстро вообще, в принципе, в эту движуху, то есть в городе. Ну, я опять же говорю, мне вот это стремление, типа, доказать кому-то что-то, но по факту я понимал, что я доказываю только самому себе. А на это в итоге люди обращают внимание. Непроизвольно. То есть я просто стараюсь для себя, а люди видят, что это качественно. Там, допустим, вот таким образом я просто попал даже в ту команду, в которой я нахожусь, и там продолжал развиваться. Но в какой-то момент в любом случае есть такие жизненные перепутья, когда ты просто рисуешь, все классно, круто, все тебя ценят, ты там крутой, тебя все знают в городе, там, то есть там при встрече тебе какие-то толпа пиздюков идет, ты можешь просто стоять и о, привет, там легенда, можно пожать руку, и ты думаешь, бля, насколько это стрёмно все это выглядит, это просто полный пиздец. Ну, с этим можно мириться, можно жить, поугарать, типа, я всегда этим ребятам, все, что, бля, ребят, да я обычно, типа, успокойтесь, типа, не гоняйтесь эту хуйню, это все бред, ебать, полный. Такие же, как и я, абсолютно просто, ну, блядь, не скажу, что это дано, граффити, это не дар божий, блядь, это техника, может быть, видение там линии, понимание цвета, это может быть дар на самом деле, но этому можно отучиться, на это можно выучиться даже сейчас, то есть курсов масса всего, но это не стоит вот этого вот культа, типа, блядь, ты легенда, это просто полный, это просто такой стрём, реально, говорю, это, может быть, звучит это так, но в жизни это просто, когда ты еще с каким-то там девчонкой идешь, да, круто, при девушке это вообще, конечно, выглядит охуенно, ты, ебать, сразу там такой, ебать, весь на этом, на петушне, типа, пиздатый, но нет. Иногда забивал на куски, то есть мне становилось похуй, я там ходил, бухал, рисовал, там просто хуйню полную, ну просто потому что было лень. Потом в какой-то момент, типа, ну просто что-то подрывает еще раз заново начать и, типа, вот с большим усилием ворваться еще жестче. И у меня вот так это постоянно и происходит. На данный момент, возможно, сейчас вот такой же этап, то что я до какого-то момента я делал на формухе только и все, рисунки вообще почти нет. То есть во многом в меня уже веру утеряли большинство людей в плане как художника граффити. Но на данный момент я думаю, что стало все побольше, почаще и стал рисовать гораздо активнее. Типа это тот случай, когда вот есть еще порох в пороховницах, типа и за деньги, за то, что я рисую, я там отдаюсь более открыто, то есть я стараюсь там, блядь, тусироваться, но делать очень качественно. И это для меня просто для самого себя это внутренней победы. На улице это другая хуйня. Вот этот, типа, респект от улицы, он порой не всем нужен на самом деле. Кто-то затворником остается всю жизнь, то есть, блядь, рисует в андерграунде настолько, что ему вообще похуй, кто там про него что-то знает, и где он живет, и что он делает, на как он дрочит, кого ебет, это все, это просто полная хуйня. И тем не менее, по итогу, в конце своего пути становится каким-то легендарным чуваком, который просто всю жизнь вот был в тени, а крылся только когда прекратил деятельность там, или что-то такое. Помню, как первый раз оказался в участке милиции. Я у себя за домом расписывал банку на асфальте. И ко мне со спины подходит участковый и говорит: ну все, поехали оформляться. Я его слова на тот момент особо всерьез не воспринимал. И говорю: да поехали. И тут я понимаю, что мы уже сидим в отделе. Он начинает меня допрашивать, спрашивает, где я живу, сколько мне лет. Я называю адрес, и он говорит: погоди, так я ж тебя с этого адреса забрал. Я говорю: ну да, я был у себя во дворе. А он мне сказал: ну все, надо вызывать родителей, будем ставить тебя на учет, сейчас в школу сообщим. Я быстро позвонил маме, объяснил ситуацию, и она приехала в отдел, отошла в другой кабинет с этим милиционером, вышла буквально через минуту, и меня отпустили. А когда мы вышли с отдела, что-то я остановился, не помню, поправить шнурки там на кроссовках. Мама мне сказала: пошли быстрее, я им пустой конверт отдала, надо срочно уходить отсюда.
С родителями у меня сложились достаточно теплые отношения. Они всегда меня во всем поддерживали, во всех моих начинаниях. И я благодарен за каждую мелочь, которую они для меня сделали. Мама, бывает, до сих пор может спросить, какой кусок я сделал, где, попросит показать фотографию и обязательно оставит какой-нибудь комментарий. Он в основном касается палитры, потому что она в других вещах не особо сильна. Но при этом у нее глаз уже набит, и она с легкостью отличает мой кусок от кусков моих товарищей. Некоторых даже узнает, там может имена назвать и так далее. На пахану как-то всегда было по боку мое творческое увлечение. Ну и вообще у нас с ним не особо много точек соприкосновения. Это почему-то даже с возрастом не меняется. Часто собачимся, но при этом я знаю, что человек всегда рядом, всегда со мной и всегда поддержит меня. Я все это очень сильно ценю и могу с уверенностью сказать, что мне очень повезло с семьей. Есть оба родителя, есть младший брат, все живут в любви, понимании. И что еще нужно для счастья? Думаю, мне как-то с детства родители привили любовь к лесу, плюс я долгое время занимался спортивным ориентированием, бегал с картой и с компасом, и по сей день очень люблю выбираться на природу, куда-нибудь с палаточкой, забуриться не на один день. Это всегда новые эмоции, новый опыт, впечатления, и очень круто помогает прочистить голову после каких-то городских заморочек и прочей суеты. Конкуренция граффити вообще, по крайней мере, хотя бы в своем городе конкуренция, вызывает какой-то азарт. Сделать какое-то место труднодоступное, сделать больше, сделать качественнее, сделать интереснее. Должна быть конкуренция. А почему я не могу сделать так, как они, а еще я могу еще лучше сделать? Без здравой конкуренции, мне кажется, ничего не может быть. Все бизнес это построен на конкуренции. Если бы не было конкуренции, не было столько вообще всего в мире, чтобы у тебя был этот огонек задора, что что-то там сделали. Ничего, подождите пару денечков, пацаны, и вы поймете, что мы сделаем покруче, побольше. Потом посмотрим, как вы запрыгаете. Вообще, в принципе, мое граффити, в общем, оно делится на два. Одна часть отвечает за заработок денег, это заказы, это какие-то работы, прочее остальное. Вторая часть отвечает именно за внутреннее это мое я и достижение в этом плане. То есть рисование за деньги как таковое, наверное, это путь ради пути больше. Нет конечной цели. Я бы, конечно, хотел бы развиться так, чтобы, возможно, я стал каким-нибудь топовым, меня где-нибудь принимали, часто куда-то звали, я что-то делал. Но рынок перенасыщен настолько сейчас, что просто порой уже даже не знаешь, обмазаться говном или, я не знаю, или пытаться рисовать красивее, что делать просто, чтобы люди обратили внимание. Я херово пойми просто, у людей вообще пуля в голове на самом деле. Тут просто я живу, рисую, чтобы существовать, потому что иначе пока не могу это объяснить. Пускай это может быть на данный момент, именно в данный этот топ, заработок денег. Не знаю, не могу сказать, что я этим, скорее всего, буду завершать жизненный путь. Краска, конечно, сейчас очень дорогая, не дешево рисовать, но правит одно, стремление есть, поэтому есть другие ключи, балики есть и различные техники, и есть различные баллоны, поэтому все, что пачкает, то и может приносить ту или иную картинку и результат. Вообще, ребят меня подкалывают, что я такой старовер, дед. Я часто уважаю вообще мнение старших, прислушиваюсь к мнению. Все равно иногда, конечно, хочется сделать по-своему, но стараюсь включать разум, не поддаваться каким-то эмоциональным моментам и привести себя к какому-то действительно стоящему конкретному решению. Поэтому это меня и закаляет, и граффити, оно помогает в жизни на самом деле думать по-другому, может быть, и как-то стратегически, и как-то быстро мозг твой реагирует на какую-то экстренную ситуацию, и ты принимаешь действительно правильное решение. Я очень люблю гонять в баню. Общественные бани — это мало того, что очищает тебя и морально, и духовно, но очень круто находиться в той атмосфере.
мужиков, работяг, когда ты слышишь всякие комментарии там о женщинах, о поступках, всякие анекдоты, ты чувствуешь себя легко, свободно. То же самое и происходит в граффити, когда ты уезжаешь в какое-то пространство, находишься с городом раз на раз, и вот этот полет свободы, как птица над облаками, это очень дорого стоит. До того, как я начал рисовать, мне нравилось путешествовать, но поездки были однообразные, довольно банальные, пройтись по городу, посмотреть какие-то достопримечательности и все. А со временем я начал совмещать граффити с поездками в другие города, и сейчас даже не могу представить, что смогу уехать куда-то и не порисовать в новом месте, будь то командировка по работе или семейная поездка, или просто поездка за город на выходные. Но и в поездках не всегда все проходит гладко. Бывало, забывал документы или просыпал поезда из-за вечных недосыпов от нехватки времени. Одна из моих любимых историй, как я с другом зимой поехал в трип на машине в соседнюю страну. Мы были там 10 дней, много где удалось побывать, порисовать, много наснимали материала, и в самую последнюю ночь перед отъездом нам разбили стекло в машине и подрезали мою камеру, на которую был отснят весь материал. А самое смешное, что я оставил ее под сиденьем в машине, хотя до этого никогда в жизни так не делал. В итоге у нас не было времени разбираться со всем этим, нам нужно было возвращаться домой. Мы замотали разбитое окно пищевой пленкой, одели все самые теплые вещи на себя и поехали обратно, но почти мгновенно столкнулись с еще одной трудностью, что каждое перестроение в правый ряд или каждый правый поворот мне приходилось открывать дверь на ходу и смотреть, нет ли машин по сторонам. И таким образом мы проехали почти 800 километров. Меня как-то стороной обошли все дворовые драки, наркотики, которых, опять же, по рассказам людей было очень много на нашем районе. Бывало, встречал людей, которые жили в соседних дворах от меня, и они рассказывали просто какие-то невероятные, ужасные вещи о том, что происходило буквально в 100-200 метрах от моего подъезда, о том, как дети были замешаны в каких-то наркотемах, и что половины людей, которые населяли эти дворы, уже просто либо нет живых, либо они где-то сидят. И я с ужасом все это выслушивал и понимал, насколько же мне повезло, что я всего этого не застал. Вечно бегал, прыгал, куда-то лазил и не знал вообще никаких бед и забот, кроме как проблем со здоровьем, потому что если ты куда-то лезешь, то всегда есть риск упасть и получить какую-то травму. Эти приколы мне до сих пор аукаются, и приходится с ними либо как-то бороться, либо просто мириться. Из-за всех этих детских шалостей, глупостей мне больше недоступны какие-то серьезные спортивные темы, потому что мой организм просто не вывозит больших физических нагрузок, но при этом я стараюсь продолжать вести активный образ жизни в меру своих возможностей, конечно, куда-то выбираться и, в принципе, так же, как и в детстве, не сидеть дома. На малолетке очень любил тарзанки, прыгать с них на них, но это была невзаимная любовь, и когда пытался перед кем-то выпендриться, изобразив Тарзана или Спайдермена, я обязательно падал, получал сотрясение, ломал ноги и тому подобное. Что привлекает меня в граффити, пожалуй, это свобода. Я чувствую себя наедине, я чувствую себя сильнее в каких-то моментах. Всегда чувствую свое настроение, от этого зависит мое рисование, выбор краски, место локации. Люблю рисование в городе, порой могу и нарисовать на электричках. Но за последнее время я понял, что мне нравится рисовать где-то в окраинах. Взять навигатор, поставить точку где-нибудь вдоль ЖД путей и выдвинуться к этой цели. Не видя ничего, я просто еду
параллельно смотрю, изучаю ближайшие районы. И порой эти поездки дают очень большой результат. Ты находишь очень классные локации, споты различные, порой даже и расклады, джампы. Но все же ты, когда едешь, ты можешь понять, где ты будешь рисовать, что ты будешь рисовать. И настроиться на какой-то большой куст ты можешь параллельно сделать какой-нибудь холодильник, находящийся там в 100 километрах от Москвы. Да и рисунки живут больше, на самом деле. Как-то приятно находить и получать обратную связь от людей, когда ты находишься там, где не думал, что зайдет туда человек с баллоном и что-либо нарисует. Но в этом и есть кайф, когда ты рисуешь, и люди тебе скидывают с разных уголков мира, говорят, ё-моё, ну как тут оказался. Вот в этом и есть какой-то азарт и какой-то кайф. То есть не столь важно, где ты находишься, на самом деле. Я просто из тех людей, которые в своей голове всегда. То есть, я могу быть многозадачен, но при этом полностью отсутствовать вообще в принципе. То есть, места такого, что я, конечно, ехал в лес, сидел один, и такого нет, к сожалению. Хотя хотелось бы, на самом деле, иногда. Но я боюсь, что я не могу такого места найти. Ввиду того, что художественный взгляд постоянно рушит. Смотришь там красивый какой-нибудь рядок березок, и, какая-нибудь уебищная сосна стоит. Сука, вот она мешает, тварь. Не находишь спокойствия, даже в природе иногда это редко происходит. Поэтому нет. Если так иногда бывает у единиц, могу реально просто среди ночи проснуться, лежать, думать, смотреть в потолок, встать, собраться, просто поехать на тачке ездить, просто смотреть город. Тупо даже не слушая музыку, ничего, просто тупо ехать, смотря как пустеет город. Тогда что-то как-то успокаивает душу, но это очень редко происходит. Не, бывает такое, что на своем пути в рисовании хочется сделать какой-то фурор, чтобы, все ахнули. У меня пока это не получилось так сделать. Я буду рисовать, пока, не надоест или годы не подожмут, семейный быт не выбьет меня из этого окончательно. Если ты рисуешь, ты будешь развиваться, рисовать до последнего. Не будет такого рисунка финального, что ты такой, я сделал его, все, я ухожу. Мало художников в России, которые рисуют граффити. Даже если они бросят, у них будет все равно какое-то рвение, что пойду-ка я, вспомню, как это было. Хотя бы раз, в год, в полгода каждый из них пойдет. Поэтому, на мой взгляд, нету в этом деле конечной точки. Да и, наверное, и не будет никогда. Дружба у нас сохранилась и по сей день. Время все-таки расставило все по своим местам, и активность у некоторых ребят, конечно же, уменьшилась, а у кого-то увеличилась в связи с своими жизненными обстоятельствами, карьера, семья, все дела. Все как у всех. Хотя следует отметить, что несмотря на все эти факторы, количество рисунков в нашей команде оно не уменьшалось, оно только увеличилось. И судьба распорядилась так, что наш коллектив сейчас базируется в 3 городах. Это Москва, Волгоград, Новороссийск. И все эти моменты только приводят к некой положительной динамике. И наши рисунки появляются сейчас в разных городах, начиная от юга, заканчивая севером. Если бы не граффити, я бы, наверное, занимался музыкой. Потому что я имел интерес к этому, играл на музыкальных инструментах. Даже было такое, что играл в местных бандах. И самое, наверное, интересное, чего я достиг, я с местной командой хардкорной разогревал американцев Defiler в местном клубе. Мне тогда было 16 или 17 лет. Это, был вообще пик моего счастья. Сыграть на разогреве у таких именитых америкосов. Если бы не граффити, да, я бы, наверное, занимался бы музыкой. И даже, мне кажется, не ради того, чтобы выступать в местных клубах, сколотить группу, а ради того же просто кайфа. То, что ты можешь прийти после работы и свои накопившиеся эмоции выплеснуть, на музыкальном инструменте в виде нот, в виде импровизационной музыки, которая у тебя в голове играет. Она может быть и грустная, и радостная,
какое у тебя будет настроение, как бы. Раньше я часто задумывался, зачем я рисую граффити, и не мог дать себе ответ на этот вопрос. Но со временем я понял, что я просто получаю удовольствие от процесса, рисуя в разных местах, я испытываю абсолютно разные эмоции, потому что никогда не знаю, какой будет результат, и всегда все непредсказуемо. Иногда приходится сталкиваться с трудностями, например, как негатив со стороны прохожих, и задумываться о последствиях, там, проблемах с законом, о риске на какое-то время остаться без работы. И это все со временем переросло в образ жизни, и я стал понимать, что я просто не могу без этого. Это как бесконечная игра с интересным сюжетом и постоянными обновлениями. Чтобы поменять себя, да, мне, наверное, не хватает усидчивости и терпения. Но это в каких-то вещах. В каких-то вещах мне хватает и усидчивости, и терпения, и настойчивости, а в каких-то делах очень сильно не хватает. И как бы тяжело с этим побороться. Даже самый вот яркий пример. Я хочу бросить курить. Не хватает силы воли. День-два максимум, и я срываюсь, и опять, короче, иду за сигаретами в местный там ларек, и все начинается по кругу мысли, типа, я как бы бросить, такой, все, сегодня бросаю, завтра точно не курю, и проходят сутки, и такой прямо, где бы сигарет купить? Бывает, накатывают мысли о том, что время летит просто с невероятной скоростью, жизнь проходит, и страшно потратить эту жизнь на какие-то совершенно ненужные вещи. Страшно, что где-то что-то не получится, где-то не добьюсь успеха. Но самый главный страх — это потеря близких мне людей. Жизнь пока не сталкивала меня с подобными испытаниями, но мне кажется, у меня может просто крыша поехать с горя. Потому что я очень социальный человек, несмотря на то, что бываю часто молчалив, и сразу видно, что я не душа компании. Но если я остаюсь один хоть на пару дней, то мне становится крайне некомфортно. Мне нужно находиться в обществе. Возможно, это из-за того, что я достаточно позитивный человек, и, может быть, есть какая-то внутренняя потребность делиться этим позитивом с окружающими. Мне так намного проще жить, даже если что-то в жизни случается, какие-то планы не осуществляются или что-то не получается, то посмотрел на все с этим самым позитивом, с улыбкой, и так намного проще находиться в этом мире. Мне нравится, короче, побоюсь этого слова, иногда представлять, какова будет моя смерть, если честно. На самом деле, разные интерпретации, я очень часто пытаюсь смоделировать ситуации, как будет себя вести в разных ситуациях мои родственники, знакомые, там, девушка и прочее остальное, это интересно. Но вот самое, что крутое, с какого-то там возраста, да хуй знает, какое все пошло, я стал понимать, вот до сегодняшнего момента, какие бы вещи я хотел, чтобы исполнились на моих похоронах, к примеру, да, там, то есть вплоть до того, что, типа, я всегда утверждаю, там, подруге, что, бля, не дай бог, типа, я там не буду лежать, в костюме Adidas Original, да, там, в каких-то пиздатых кроссовках, потому что для меня это было бы важно, независимо от того, какие каноны там несет похоронная вся эта процессия, как правильно назвать, да. Ну, мне просто не хочется загонять себя в рамки даже такой стандартности, как обычный костюм. Ну, просто, блядь, моя жизнь такова, что я и не живу обычной жизнью, и думаю, что и умереть я должен тоже хотя бы, ну, хоть как-нибудь. Да хуй с ним, хоть как я умру, похоронили хотя бы, просто пиздато смешно было. Но просто ты уже не можешь обыденно отнестись даже к такой вещи. Тебе даже похорон становится какой-то, блядь, ежедневной кабалой, которой просто нужно до нее дожить и провести хотя бы даже ее максимально охуенно. То есть, поэтому, да, кремировать я не знаю, я пока разделен в этом мнении, кто-то хочет. Я не понимаю стрёмности, там, ты уже по факту умер, блин, сорян. Уже ничего нельзя, блядь, сожгут тебя или тебя сожрут, блядь, ебаные паразиты, какая хуй разница. В любом случае, главное, чтобы тебя помнили, короче. А какой ты будешь в виде порошка, блядь, или костей, это, в принципе, не сильно-то и важно.
Да, это все равно это ждет всех. Это неизбежно. Молодым просто не хочется уходить. Но сейчас такой век, то, что средний возраст там мужчины, на мой взгляд, это полтинник. Дальше уже не живут. Поэтому я не вижу в этом ничего такого страшного, типа пугающего, что нужно что-то там конкретно поменять в своей жизни. Я живу всегда на веселой волне. Стараюсь всегда улыбаться, никогда не думаю о грустном. Вообще у меня музыка в голове чаще всего играет. Из-за этого, кстати, часто проблема с тем, что когда я читаю книгу, у меня начинает на фоне играть музыка в голове, я сбиваюсь, не могу сконцентрироваться, на чтении, и все, и бросаю, этим делом заниматься, потому что у меня, играет музыка в голове. Вообще странные, спонтанные, я не знаю, с чем это связано. Слишком я позитивный, веселый человек. Никогда не задумывался прямо напрямую, не садился и не посещала мысль, что все, чем я занимаюсь, может меня привести к этому. Прям ты похуй. Я живу как мне хочется, как мне интересно, по крайней мере, после трудовых будней, потому что бабки-то на веселье и на то, как я хочу жить, надо зарабатывать. Все, что со мной происходит, все, что происходит с моими ребятами, идет как положительный опыт. Хочется не забывать про это дело, помнить, чтить все эти моменты, как все начиналось и как все становилось. Поэтому живем, рисуем, занимаемся любимым делом. Нам всем все по силам, и все у нас получится.